Всем привет! Вы на канале о вязании Моток Декор. Меня зовут Света, и сегодня я хотела бы рассказать, как связать вот такой интересный узор. Получается достаточно плотный и рельефный. Он отлично подойдет для создания сумок, рюкзаков и, например, подушек. Связать его можно из полиэфирного шнура, а также, например, из трикотажной пряжи. Он тоже смотрится очень красиво, достаточно объемно, рельефно. Я сегодня буду вязать из полиэфирного шнура карамель толщиной 5 мм и цвет имбирь. Также мне понадобится крючок номер 5. В описании к данному видео я оставлю промокод и ссылку для приобретения материалов со скидкой. Она действует на весь ассортимент товаров. Выбирайте материал, который вам больше подходит. Не забывайте подписаться на канал. Желаю всем красивых петелек и давайте приступать. Итак, для вязания нам понадобится сначала набрать цепочку из воздушных петель. Я буду вязать образец, что я вам рекомендую, для того, чтобы определить, сколько всего петель вам нужно будет для вашего изделия. Итак, набираем цепочку. Делается это очень просто. Кладем вот так кончик сверху рабочей нити. Крючок у нас залезает в эту петельку снизу. Мы перехватываемся. Вот такая петля у нас на крючке. И мы начинаем набирать цепочку из воздушных петель. Мы хватаем рабочую нить и протаскиваем через петельку на крючке. Так у нас получилась первая петелька. Также хватаю рабочую нить и протаскиваю через петлю на крючке. Хватаю рабочую нить и протаскиваю через петлю на крючке. Так у меня получилось 3 петельки. И всего я наберу 15 воздушных петель. Итак, я набрала 15 петелек. Теперь делаю еще одну петельку подъема. И сейчас первый ряд мы будем с вами вязать за вот эти задние перемычки, которые у нас идут под нашими косичками с изнаночной стороны. Вязать мы будем этот ряд обычными соединительными петельками, соединительными столбиками. Начинать вязание мы будем с вами со второй петли от крючка. Первая, вторая. Переворачиваем, и у нее есть перемычка. Она тоже по счету получается первая, вторая перемычка. Итак, ныряем с вами под эту перемычку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и сразу протаскиваем через петлю на крючке. Далее в следующую также ныряем под перемычку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем сразу через петлю на крючке. Итак, следующую под перемычку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Итак, мы идем с вами до конца и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к нашей петельке последней. Это наш узелок. Я также под нее ныряю под вот эту перемычку узелка. Вытягиваю ниточку и протаскиваю через петлю на крючке. Так у нас получился первый ряд. Далее мы делаем петельку подъема. Хватаем рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке. И разворачиваем наше вязание. Далее мы переходим к вязанию следующего ряда. Данная сторона является у нас лицевой. Получается, что на лицевой стороне у нас будут четные ряды. Итак, этот ряд, как и все последующие, мы также будем провязывать обычными соединительными петельками. Все четные ряды, которые являются у нас лицевыми, мы будем с вами провязывать за переднюю дужку вот этих косичек. И начинать ряд мы будем каждый раз со второй петли от крючка. Первая, вторая. Ныряем крючком под дужку косички, именно переднюю дужку. Хватаем рабочую нить и сразу протаскиваем через петлю на крючке. Далее опять следующая дужка косички, именно передняя. Хватаем рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке. Далее также передняя дужка косички. Хватаем рабочую нить и протаскиваем через петлю на крючке. Итак, мы идем с вами до конца ряда, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу ряда. Вот моя последняя петелька, передняя дужка косички. Я в нее ныряю, вытягиваю нить и протаскиваю через петлю на крючке. Так мы связали второй ряд. Теперь делаем петельку подъема и разворачиваем полотно. Данная сторона у нас является изнаночной. И на изнаночной стороне мы всегда будем провязывать за дальнюю дужку косички. И
также обычными соединительными столбики. Нырять мы будем с вами опять во вторую петлю от крючка. Первая, вторая. Ныряем за дальнюю дужку косички, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. И так далее. Опять за дальнюю дужку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. Ныряем, хватаем и протаскиваем. И таким образом мы идем с вами до конца ряда. И здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к последней петельке. Ныряю за дальнюю дужку, вытягиваю и протаскиваю через петлю на крючке. Так мы связали с вами третий ряд. Теперь мы делаем петельку подъема и разворачиваем полотно. И сейчас у нас с вами лицевая сторона, четный ряд, и мы его будем провязывать за переднюю дужку косички. Также соединительными петельками ныряю во вторую петлю от крючка. Ныряем под переднюю дужку косички, вытягиваем ниточку и протаскиваем через петлю на крючке. И так далее. Опять передняя дужка косички, вытягиваем и протаскиваем. Передняя дужка косички, вытягиваем и протаскиваем. И так мы идем до конца ряда, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к последней косичке, провязываю за переднюю дужку, делаю петельку подъема. Так мы закончили с вами четвертый ряд, разворачиваем полотно, и на изнаночной стороне мы с вами провязываем также соединительные петельки, но ныряем уже за дальнюю дужку косички, начиная со второй петли от крючка. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем. Ныряем, вытягиваем и протаскиваем. И так идем с вами до конца ряда, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к последней, провязываю за дальнюю дужку, делаю петельку подъема и разворачиваю полотно. Вот такие полосы из перемычек у нас уже образуются. Старайтесь при вязании петельки не затягивать, чтобы полотно не меняло свою ширину. Напоминаю, на лицевой стороне в четных рядах мы вяжем за передние дужки косичек, а на изнаночной стороне в нечетных рядах мы вяжем за дальние дужки косичек. И так мы вяжем нужный вам размер. Я довязала свой образец, вот что у меня получилось. Надеюсь, у вас тоже все получилось, но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. Еще больше моих узоров вы найдете здесь, перейдя по подсказке в правом верхнем углу. Применяйте мои узоры для своих изделий, обязательно делитесь результатами, мне будет очень приятно. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца, и до встречи в других уроках.